день, дорогие друзья! С вами Павел и Лариса. Огромное-огромное спасибо всем тем, кто поддерживает Израиль, кто поддерживает нашу страну. Ставьте лайки, если вы неравнодушны к судьбе еврейского народа, и тогда это видео смогут посмотреть гораздо больше людей. В самом начале мы хотим прочитать вам один комментарий под нашим последним роликом, потому что он полностью перекликается с нашей позицией. Все, что вы сказали по поводу погромов, мы это пережили неделю назад. Наш город задыхался от смрада сожженных шин, горели автомобили, были разбиты и разграблены еврейские магазины. Только в нашем городе они сожгли несколько синагог, выгнали из своих квартир еврейские семьи. 2 дня назад линчевали молодого мужчину, забили камнями. И вчера его похоронили. Говорили много хороших слов о нем, о том, как он помогал людям, также арабам. В каждом комментарии я пишу о том, какие состоятельные у нас арабы. У них свои мастерские, автозаправки, магазины, аптеки. Они ездят на машинах самых дорогих марок, живут в огромных домах, не платят налогов. У них равные с евреями права, но они живут, ненавидят этих самих евреев, давших им эти блага, и мечтают о том дне, когда они смогут сбросить всех в море и присвоить все технологии, все достижения, приобретенные евреем только благодаря своим мозгам и великому трудолюбию, а главное – желанию жить на своей земле, дарованном им Всевышним. По еврейскому календарю сегодня 5781 год. Вот что интересно. Я сама мусульманка, в Израиле 32 года. Страну приняла сразу и считаю, это самое лучшее в мире место с самым доброжелательным народом. Вот такой комментарий мы получили. Интересно, причем это житель Израиля, гражданин и мусульманин. 2 дня назад горел ночью наш любимый заповедник Эйн-Прат. Есть у нас о нем видео. А перед началом конфликта 9 мая, как раз за день до эскалации, рано утром у нас на улице уже стоял в воздухе запах пожара. Как оказалось, подожгли еще один заповедник в северной части окраины Иерусалима. Конфликт между двумя народами на этой земле зачастую начинается с поджогов лесов, заповедников. Евреи, придя на землю обетованную, напомню, активная репатриация евреев началась в 19 веке, в конце 19 века, еще до создания государства в 1948 году. Так вот, в начале 20 века евреи начали насаживать эту землю лесами. Лесов к 20 столетию уже на землях Палестины почти не осталось. По всем синагогам мира собирали средства на приобретение земель в Палестине для евреев и на насадку лесов. Также были и богатые еврейские меценаты, благотворители. Землю покупали. Да-да, покупали ее у арабов. Продавали им худшие земли, но евреи осушали малярийные болота, умирая в огромном количестве от малярии. Основывали сельскохозяйственные поселения, сажали леса, чтобы вернуть этой земле, разоренной за 2 тысячелетия, пока евреев здесь не было, библейский вид, превратив ее в цветущий сад. К сведению, Израиль – это единственная страна в мире, где за 20 век увеличилось количество лесных насаждений. Это ведь легкие святой земли. 75% зеленых насаждений в Израиле – это дело рук человеческих. И каждый год лесной покров только возобновляется. И евреи действительно любят эту землю, холят ее, лелеют. И она им действительно нужна. А вот арабские хулиганы, экстремисты жгут леса. Им совсем не жалко жизни растений. Не жалко своей святой земли. Ведь именно своей они ее считают. Евреи созидают, а их соседи готовы разрушать в своих интересах. Горели сейчас не только зеленые насаждения. Горели частные машины, горели автобусы, поджигали и грабили дома, разоряли и жгли синагоги, частное и общественное имущество. Такого Израиль еще не знал. Пожарные потушили без малого 500 очагов воспламенения. Они просто не справлялись с большим количеством вызовов. Конечно. А масштабы ракетных обстрелов из Газы, они просто шокируют. Беспредел на улицах, вандализм и мародерство. Жуткое, не поддающееся разуму насилие. А что требует? Бесчинствующая молодежь об этом даже и не думает. Идем против Израиля, Израиль сбросим в море. Ну, вот, пожалуй, и все. Через социальные сети и интернет идет самая настоящая информационная война, которую Израиль всегда, к огромному сожалению, проигрывает. Хамас один за другим выпускает всевозможные пропагандистские ролики о разрушениях, о жертвах среди мирных жителей. Выставляются на показ убитые, раненые дети. Еще их визажисты и постановщики активно работают на ниве преувеличения масштабов трагедии. Накладываются искусственные шрамы, наносятся специальные грим, повязки, ну и так далее.
Как пример, несколько лет назад они показывали ролики с подставными похоронами. А потом при звуке сирены все, в том числе и покойники, разбегаются. И все это для того, чтобы выставить евреев совершеннейшими монстрами. На весь мир, конечно же. Евреи свое горе на показ не выставляют. И наша трагедия, она нужна только нам самим. Это только наша трагедия. И нам мало кто посочувствует, к сожалению, в мире. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше людей услышали и другую сторону, сторону Израиля в этом противостоянии. Конечно, гибнут от обстрелов и мирные жители, от обстрелов Израиля, я имею в виду. Но вряд ли в организации Хамас скажут вам, сколько жителей Газы гибнет из-за взрывов своих же ракет. У них же часть ракет просто падает на их территории во время запуска. Да, есть либо такая беспорядочно даже цифра, да. на территории самого сектора Газа, густо населенных районах. А террористические лидеры не вылазят из-под земли. Ракеты поднимаются из подземных складов, значит, в лифтах высоток и управляются дистанционно. Они там просто не присутствуют. А вверху незащищенное мирное население. Да, и все погибшие выдаются как жертвы обстрелов Израиля. Порядка 450, может уже даже и больше ракет, собственных ракет разорвались на территории Газы. Отовсюду несется. Израиль обязан прекратить бомбить Газу. А Газа? Она имеет полное право бомбить Израиль, так что ли? 4000 ракет. Где голоса прекратить бомбить Израиль? Израиль годами терпит ракеты из Газы. Во всех мирных жертвах жителей и Израиля, и Газы виноват только Хамас и все те, кто оплачивает и поддерживает его человеконенавистническую деятельность. Вот так. Сейчас я приведу некоторые статистические данные. За время противостояния по Израилю со стороны сектора Газа было выпущено более 4000 ракет. Половину перехватила противоракетная система «Железный купол», а также ракеты падали на открытой территории. И более 450 ракет вышли из строя, разорвались на территории самой же Газы. Все эти дни в страхе сидели, ожидая ударов с воздуха, и жители еврейских городов, и жители Газы. Жертв в Газе много. По сводкам Израиля, большая часть – террористы. Конечно же, есть жертвы и среди жителей Газы. И среди детей тоже. Это катастрофа, что гибнут мирные жители, что гибнут дети. Но до наших жертв, кроме нас, нет никому никакого дела. Но их же мало. И оплакивать их будем только мы. Но мало, потому что мы защищаем своих граждан. Вот интересно, кто поднял сейчас мятеж? Палестинские арабы? Нет. Арабы израильские. Наши израильские арабы, которые имеют все привилегии граждан Израиля. Абсолютно все привилегии. И поверьте, имеют даже и преимущества перед евреями. Имеют большие права, но у них совсем мало обязанностей. Я вот приведу один из примеров. При поступлении в университет на профессию медика, например, у израильских арабов есть такая привилегия – не сдавать один из самых сложных экзаменов – психометрию. И пропускной балл у них гораздо ниже, чем для евреев. В оплате учебы тоже есть свои серьезные послабления. А еврейские дети Израиля едут в Германию, в Италию, в Россию, в другие страны для того, чтобы учиться, потому что там обучение дешевле. У нас есть знакомые, дети которых именно так и поступили. Вот и получается, что в медицине у нас все меньше молодых еврейских специалистов. И знаете, вот сейчас очень неприятно и очень обидно было, ну и, наверное, даже страшно, когда в сетях на видео о еврейских жертвах арабские медики ставят радостные смайлики. Вот совсем не хочется попасть к такому врачу. Хотя врач, семейный врач на всей семьи, араб. И очень приятный человек, и я не могу ничего плохого о нем сказать, только хорошее. Вот такие у нас современные реалии. Одной из видимых причин конфликта называют решение суда о выселении арабских семей. Ну, послушайте, если каждый гражданин начнет массовым насилием отвечать на решение, оспаривать это решение суда, которое ему кажется несправедливым, что будет с такой страной? Совершенно непонятно. Мы бы говорили об этом в предыдущих роликах и повторим и сейчас. Евреев, например, выселяли из их домов целыми поселками с развитым сельским хозяйством, выселяли из районов, соседствующих с Газой, в ходе плана одностороннего размежевания в 2005 году. Когда да, Израиль просто выводил свои войска из Газы. Пример, например,
поселений в Гуш-Катифе. Да, тогда были демонстрации, были пикеты в поддержку изгнанников. Но все равно их силами армии выселили из домов, можно сказать, их вытаскивали из домов и отдавали эти их поселки палестинцам. Если думаете, что эти несчастные семьи получили вот достойную там компенсацию за свои дома, за теплицы и за многое другое, то, конечно, вы очень сильно ошибаетесь. Закон есть закон, и это на самом деле не всегда справедливость. Не стоит говорить, что тогда не было ни бунтов, не били арабов, не громили мечети, не было никакого насилия со стороны евреев. Закон есть закон, и выполнение его обязательно для всех. Ну, есть такая вот статистика сейчас некоторая, да? Ну, Павел, скажи. Полиция Израиля отчиталась, например, вот о ходах беспорядков ущербу, нанесенному в разных местах. И выявили, что 85% от беспорядков, участников беспорядков, погромов, арабы-мусульмане. Полиция задержала 850 арабов и лишь 150 евреев. И знаете, что интересно? Что вот среди задержанных евреев не только правые и так называемые поселенцы, но и левые радикалы, которые принимали участие в беспорядках вместе с арабами в знак солидарности. Да, в знак солидарности палестинцам. Да, у нас есть и такое, еврейский народ не сплочен, к сожалению. Как действительно сейчас показали, что очень сплочены палестинцы, арабы, израильские, палестинские, они все были друг за друга за Палестину. Евреи, во время беспорядков, между прочим, вот это я забыл сказать, спалили и разорили 10 синагог. Да, но ни одна из мечетей не пострадала. А вот в 3 десятках мечетей обнаружены склады камней и взрывчатки. В 22 молитвенных домах звучали призывы к еврейским погромам. Вот Да. такая вот печальная статистика и достаточно, как вы Красноречивая, слышите, в общем-то. и однобокая. И она дает абсолютно нормальное понимание того, какие процессы на самом деле здесь происходят. Были подожжены 112 домов евреев. В это же время ни один арабский дом не тронули. Была трагедия в одном из мусульманских домов города Яфа. Очень сильно обгорел ребенок, 12-летний ребенок. До сих пор в тяжелом состоянии. В тяжелом больнице он состоянии. В находится. этот дом коктейль Молотова бросил по ошибке арабский юноша. Он целился в находившийся рядом еврейский дом. И причем доказательства этому абсолютно неопровержимые. Есть отпечатки пальцев и все, но мать ребенка, она не в силах принять это то, что ее сын, ее ребенок пострадал именно от араба. А то, что он мог перекинуть этот дальше коктейль Молотова, это все ерунда, конечно. Да, она говорит, что вот наш дом был украшен к Рамадану, и просто араб не мог попасть в арабский дом. Он, конечно же, не хотел этого сделать, но вот, вы видите, вышла такая ошибочка. А у Шхемских ворот пострадала глухонемая арабка от камней своих же арабских подростков, которые приняли ее за еврейку. Вот такие у нас. Она шла в больницу навестить свою родственницу. Пожалуйста. И получила в лицо камень. Горели почти 900 автомобилей, из них 12 автомобилей арабов-мусульман, часть из которых по ошибке или халатности была подожжена своими соплеменниками. Да, А все остальные, да. Все остальные, понятно кого, евреев, естественно. Было ограблено почти 400 домов еврейских, повреждено практически 700. А среди арабских домов ни одного не разграблено. Но были повреждения у 13 домов. Да. От камней, вдумайтесь вот в эту цифру, пострадали практически 5000 евреев и 41 араб. Да, вот такие неутешительные цифры за неделю бунта. Все средства шли в ход. И подстрекательство из мечети, и призывы в соцсетях с фейками, дезинформацией. В общем... А вот кто вышел на улицы? Там не было бизнесменов, учителей, адвокатов, медиков, фармацевтов. В Израиле 50% фармацевтов, 20% врачей, 25% медсестер и медбратьев исключительно арабы. Арабы, да. Но вот они как раз-таки в беспорядок и не принимали участие. А в беспорядках участвует разнузданная и беспризорная арабская молодежь. Ну, такой вот, знаете, экшен, такой адреналин. Ну да, камнями пошвырять, на беззащитных людей толпами нападать. Выпускаем пары, шины жжем. Слушайте, когда я видела, как вот несутся вот эти вот черные клубы дыма в воздух от этих подожженных шин, это просто волна какая-то негодования. Ведь мы же просто травим атмосферу, травим и самих же себя. Просто... Прискорбно, что и некоторые экстремистски настроенные еврейские парни, молодежь, тоже принимали участие уже в ответных акциях насилия
и так далее. Да, но у евреев есть совесть осудить их. Причем они осуждены были на самом высоком уровне, на уровне правительства. И их осуждает весь еврейский народ. Практически весь, скажем так. Интересно, что если раньше риторика велась на уровне два государства, два народа, то сейчас на пропалестинских демонстрациях призывают к лозунгам «один народ и одно государство». А второе государство куда? В море? А зачем? Его вообще не должно Конечно, существовать. да, Слушайте, именно только так. одно Палестина. И причем на самом деле они это кричат вовсе не потому, что так на самом деле они думают, а потому что сейчас это демагогия в моде в арабской среде молодежи. Вот эти тиктокеры, хулиганы, вот эти тиктокеры, экстремисты им сказали, вот прийти сюда, вот здесь вот покидать камни, поорать. А кто там идет глухонемая арабская женщина, еврейская, им абсолютно все равно. Вот модно стало против Израиля выступать и все. Временная тема попала в топы новостей. Во времена Холодной войны тоже была модная борьба палестинцев за права свои. КГБ СССР поддерживала террористические группировки палестинцев. Они захватывали самолеты с заложниками. В КГБ был даже целый идеологический центр, отдел, занимавшийся приданием имиджа национальной освободительной борьбы террористам. А давайте вспомним захваченные в заложники несчастных израильских спортсменов, которые были вот на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. И потом их просто убили безжалостно террористы. И организаторы теракта — это палестинская группа террористов «Черный сентябрь». Она имела тесные связи с КГБ СССР. То, что придумали некоторые экстремистски настроенные палестинцы по всему миру, так это бренд террора. На поле мира ничего не происходит. Зачем? Мир не нужен. За то, что на всех международных рейсах необходимо пройти проверку безопасности, нужно сказать спасибо палестинским террористическим организациям, угонявшим самолеты с захватами заложников, а потом выдвигавшим свои политические требования. И начались все эти безобразия с 1968 года, с первого угона самолета. Поэтому заходите в аэропорт, вас проверяет безопасность, скажите спасибо палестинским террористам. До нынешних событий Палестина, Хамас и сектор Газа по большому счету оказались на периферии сознания мировой общественности. Они все забыли. И эта тема уже утомила и западные страны, и арабские страны, у которых, собственно говоря, и без палестинцев сейчас полным-полно проблем. Хамас опять вернул себя в топ, опять показал себя. Да, вот чтоб все о них говорили. Давно мы не слышали. Все о коронавирусе только говорят. А вот теперь надо напомнить о себе, но напомнить очень мерзко. Тысячами ракетами послать по Израилю, пусть прибегут все журналисты мира, а мы живы, здоровы, коронавирусом не болеем. Пожалуйста, давайте о нас снова говорите, финансируйте и так далее. Основной спонсор сектора Газа – это Катар. И пока это государство не перестанет финансировать террористов Газа, улучшение ситуации, к сожалению, не наступит. Несмотря ни на какие договора о прекращении огня. Да, через какое-то время все опять начнется сначала. По новому кругу. Вот сейчас уже Хамас запросил перемирие, а Египет уже готов на деньги Катара восстанавливать Газу. Ну так удобно. $500 миллиарда получили, будем восстанавливать Газу. А наша строительная компания будет осваивать деньги Катара. Как это не ново, а старо уже очень, к сожалению. Опять наступит хрупкий момент прекращения огня. Хрупкий. Потому что миром назвать это, к сожалению, очень даже сложно. Но вот теперь есть такое отличие. Например, электрическая компания государственная Израиля официально отказалась в очередной раз восстанавливать линии высоковольтных передач, пока Хамас не выдаст тела израильских солдат, погибших еще в 2014 году. Специально их не выдают, чтобы рычаги давления иметь на Израиль. Торговаться. Чем торговаться? Это не первый раз, когда торгуют даже останками погибших. Это говорит о том, что если Израиль найдет себе политическую волю, наконец, передать поставки социального обеспечения или энергоресурсов сектору Газа Египту, как соседней арабской стране, граничащей с сектором, то проблемы ракетных нападений на Израиль завершаться
значительно быстрее. Да, пусть все гуманитарные грузы, электроресурсы идут не через Израиль, есть другие пути. Есть Египет, он понятен и банален. Есть Египет, который оградился тоже от сектора огромной стеной. Это арабская сторона, до 1967 года была его территория. Ну, пожалуйста, занимайтесь гуманитаркой, занимайтесь социальным помогайте обеспечением. сектору. Нет проблем, пусть какая-то финансирует арабская страна Катар. Почему Израиль этим должен заниматься? Совершенно непонятно. И вот небольшой итог. Мы не говорим, что евреи имеют право на эту землю, потому как ее обещал им сам Всевышний, но что это сейчас земля обетованная, вот эта риторика религиозная, потому что написано в Священном Писании. Да. Евреи еще имеют право, это понятно. Конечно, земля обетованная, она была обещана. В Библии все Да, рассказано. так написано в Писании, но это далеко не всем интересно. Но евреи имеют право на землю хотя бы потому, что они в нее вложили. И за те жертвы, которые были сложены на алтаре создания еврейского государства, за те труды, да, которые были вложены в создание еврейского государства. Израиль, он начал строить свое государство не на захваченных территориях, как вот эта пропаганда антиизраильская ведет свою идеологию, а на территории, которую ему официально отвели ООН еще в 1947 году. Не надо этого забывать. Да. Но мирно и спокойно жить в окружении арабов ему те же арабские государства не давали. Именно поэтому в 1967 году из-за постоянных терактов, убийств и диверсий Израиль захватил и оккупировал Газу, и западный берег реки Иордан, и Голландские высоты. Просто терпеть это невозможно было. Бесконечные обстрелы своей территории. Кстати, при так называемых оккупантах палестинцам жилось гораздо лучше, чем сейчас. И многие арабы, наши знакомые, сами об этом рассказывают. Я вот до сих пор помню, как мы ехали с группой паломников по Иерихону, и старый водитель араб, я надеюсь, что он еще живой, мне рассказывал, что все кафешки в Иерихоне были до плана размежевания открыты, торговля шла, оживление такое, то есть все было совсем-совсем даже неплохо. Заполнены евреями и арабами. Ну да, заполнены евреями и арабами, и в Вифлееме, и в Иерихоне, и в той же самой Газе. Все как-то жили вместе. Напомним, что 15 лет назад израильская армия вывела все свои войска с оккупированных территорий. Сектора Газа вообще там никого нет. И частично с городов и территорий западного берега. И все стало гораздо-гораздо хуже. Вот так. Очень важно, что сейчас происходит консолидация усилий государства, общества и правоохранительных органов, и что самое главное, хоть какое-то объединение еврейского народа против проявления терроризма, экстремизма, мародерства, подстрекательства и насилия в обществе. Я еще хочу сказать, сейчас как раз вот вспомнила, что ни один араб, которому мне приходилось задавать вопросы, и палестинцы, и израильские арабы, были у нас такие разговоры. Ну, а если будет палестинское государство, вот где бы ты хотел жить? И вот ни один араб не ответил, что я бы хотел жить в Палестине. Я хотел бы в Израиле. Вот так. Ну, естественно, в Палестине он никаких ни компенсаций, ни социального страхования, ничего и подобного. Все это понятно и очевидно. Да, сколько мы сейчас слышали в период коронавируса, что палестинская... Вы желаете как хотите, бизнесы брошены на произвол судьбы, палестинское руководство голову в песок закрыло, и несчастные обреченные граждане живут там непонятно как и завидуют Израилю, что там совершенно по-другому выглядит ситуация. Дорогие друзья, мы очень надеемся, что вот это последнее видео будет с такой подобной тематикой. Да, уже последнее. Больше уже, честно говоря, не это не наш хочется, формат, и что мы начнем снова показывать вам наши обычные видео, да, мы очень на экскурсии этом по Израилю. Очень надеемся. Но как граждане Израиля в то же время мы посчитали своим долгом выступить за страну, в которой мы живем и которую мы очень любим. Ну что ж, мира и добра всем странам, в которых вы живете. Мира и добра всем вашим семьям. До свидания. Мир Израилю. Мир До Израилю. свидания и до новых встреч.